Всем привет! Сегодня 5 августа 2020 года. Мы находимся в отеле Гранд Ротана. Вот давайте посмотрим, что тут происходит после карантина на сегодняшний момент. Давайте, в принципе, пробежимся по территории отеля. Ну, явно тут ничего не менялось, что было до карантина, что после. Но сделаю такой быстренький обзорчик. Кому интересно будет, потом еще будет несколько частей с подробными обзорами. Поэтому пока просто пробежимся по территории отеля. Посмотрим, какая здесь природа. Это вот въезд. Сразу идут здания, они достаточно далеко от моря. Здесь 9 зданий, и если будут давать номера, советую сразу выбирать первое, второе, либо шестое. Это самые близкие здания, которые находятся к морю и с видом на море. Остальные даже не рассматривайте. Суйте шоколадки, уговаривайте, умоляйте, что хотите делайте, но ни в коем случае не соглашайтесь на остальные номера. Остальные находятся очень далеко. Да, они с видами на пальмы, там, на парки, на кактусы, фикусы, но в любом случае это будет вам неудобно. Особенно в июле, ну, особенно летом, скажем, в июле, в августе. Вот в августе, например, сейчас 6 утра, можно прогуляться, что-то посмотреть. Днем вы не захотите ничего делать, потому что очень жарко, только пляж, только напитки захочется, больше ничего. Ну вот для сравнения, 8-й корпус, вот это, по-моему, 9-й корпус, это мы еще не дошли даже до ресепшена. Вот только начинается аллейка, которая идет к ресепшену, очень красивая. Все в цветах, цветы разнообразные, красные с белым, как они смешали. Ну, это получается два разных куста, они умудрились их смешать, чтобы они вот прямо как на одном кусте растут, разноцветные. Я сначала думал, это какая-то разновидность цветов такая, что смешанно растет. Нет, это их так грамотно смешали. Пальмочки. Вот мы уже приближаемся к ресепшену. Очень красиво, ничего не скажу. Но я говорю, в обед, скажем, если вы спите где-нибудь до 9, все, вы попали, вы только захотите на пляж, либо бассейн, больше никуда. Бассейн включается только днем. Ночью он не работает, но ночью красивая здесь подсветка. Вот и ресепшн. Да, вот 9-й корпус. Вот 7-й. Это мы еще только идем до ресепшена. Ну, например, зимой здесь, конечно, комфортно. Здесь бухта очень тихая, южная, каскадная. Там, получается, в низинке, там практически ветра нет. Сегодня, кстати, более-менее ветрено, и вчера было более-менее комфортно. Потому что мы вот отдыхаем 3-й день, приехали, ну, вообще было очень тяжело. Вот такие машинки, которые вас развозят по номерам. И можно передвигаться по территории, потому что территория очень большая, очень огромная просто. И вот мы идем к ресепшену. Здесь фейс-контроль. Руки за голову и вперед. Все, мы зашли на ресепшен. Вот тоже вид очень красивый. Пальмы прямо в воде стоят. Жалко, что здесь купаться нельзя. Правда, здесь по колено. Ну, глазу есть где зацепиться. Все в кувшинах таких египетских. Заходим на ресепшн. Ресепшн вполне себе. Утром кондиционер, кстати, выключен. Мы когда прилетели, дышать было нечем. Но потом включают. Потому что людей не очень много. Хотя сейчас очень много арабов приехало, у них праздник какой-то, особенно очень много детей. Вот сам ресепшн, там магазинчики, я их уже показывать не буду. Лобби-бар, он, кстати, платный, имейте в виду, именно здесь. Остальные бары все бесплатные. И что мне нравится, здесь эскалаторы. Здесь передвигаться можно
без напряга. Подходишь, лифт, ой, не лифт, эскалатор сам включается и поехал. Подсветка здесь вечером офигенная. Для фоток то, что надо. Это, кстати, ресторан. Питание в ресторане очень хорошее. Несмотря на то, что после карантина здесь работает где-то треть ресторана. Но выбор очень даже неплохой. По сравнению с некоторыми отелями, которые были до карантина, у них и то выбор был хуже. А здесь до карантина было чувство вообще шикарно. Потому что смотрел обзоры. Это бар, который возле ресторана. Здесь проходит анимация, живая музыка. Здесь можно погулять, пофотографироваться. Вот смотрите, какие виды. Вот еще места для поесть, попить. Бар здесь бесплатный до 12 ночи. Так что можно музычку послушать, напитки попить. Коктейли, кстати, сделают очень неплохие. Вот вид отсюда. Смотрите. Вот это уже территория. Это вот представьте, сколько я шел. Это если будете заселяться, какие-то номера. Вот третье здание, первое. Вот это, по-моему, я нахожусь, если не ошибаюсь. Так, вот шестое. Сейчас приближу. Вот шестое. У него вид на бассейн и на море вполне неплохой. А вот первый за пальмочками. А нет, вот первый. Вот второй. Мы во втором живем, кстати, в корпусе. Остров Сиран виден периодически, иногда он в дымке. Шатры есть. Они, кстати, бывают свободны. Если только мусульмане не приезжают с семьями там. Они, как правило, приезжают человек по 10, по 15. Они, бывает, заполняют все. Ну, у них большие семьи, ничего не поделаешь. Поэтому надо им иметь это в виду. Если попали в какой-то мусульманский праздник, их будет очень много. В общем, вот такой бассейн с островами, с пальмами. Бар тоже бесплатный. Работает с 10 до 5, по-моему, если я не ошибаюсь. Дают напитки безалкогольные, баночные, 0,33 мл. Коктейли делают традиционные, какие знаете. Ну, не все, но какую-то часть делают. Так что вон душевая стоит. В общем, покупаться, помыться, обдаться всегда пожалуйста. Вот спустился я по эскалатору на первый этаж. Здесь ресторан а-ля карт итальянский. И выход на территорию сразу пошел. Вот давайте быстренько пройдемся, пока меня солнце не зажарило. Посмотрим, народ уже купается. У них бессонница. Они молодцы. Они здесь для того, чтобы по максимуму выжить из 7 дней, которые им даны. Ну, либо 10, как правило. Вот здесь мы умудрились вчера застолбить место прямо среди бела дня. Даже странно было, потому что они всегда заняты. Ну, шезлонги более-менее найти можно. Единственное, что здесь все-таки очень жарко. Даже зонтики не сильно спасают. Территория очень зеленая, очень ухожая. Насколько я знаю, 3000 пальм на всей территории. Территория просто огромная, просто бомба. Там, кстати, есть... не показал. Возле выхода здесь мороженое дают. С 3 до 5. Можешь подходить сам себе, набирать мороженое, сколько влезет. Насколько я видел раньше обзоры, рожки были вафельные. Сейчас просто пластиковые стаканы. Все одноразовое, кстати. Стараются использовать. Все упакованное, герметичное. Ну, такие условия после карантинного Египта. Иначе бы их не открыли, потому что многие отели до сих пор не открыты. Вот пока я болтаю, можете просто понаблюдать. Есть горка. Она тоже включается с 3 до 5. Горка, кстати, классная. Хоть одна, но она вполне достойная.
видал отели с одной горкой. Ну, я для сравнения всегда последний свой отель Dreams Vacation буду ставить, потому что там горка просто убиться можно. Никакая. Такая узкая вертушка, там я умудрился даже ребро сломать. Один раз проехался в самом начале. И весь отдых мучился. Так, давайте сейчас покажу еще один бассейн. Короче, вот это весь бассейн, он разделен на такие зоны, островки, мостики. Вид, конечно, не оставит вас равнодушным. Это Infinity бассейн. Насколько я знаю, правила были до 16 лет детей не пускать, но здесь тусятся в основном дети. Как ни странно. И никто их не гоняет. Поэтому для фоточек вот в 6 утра. А там просто будет кишить детьми. Вы не сможете нормально здесь сосредоточиться. Вот такие виды. С видом на море. Пляж просто огромный. Я, наверное, сниму его потом отдельно. Потому что его обойти — это та еще история. Народ потиху подтягивается уже к пляжу. Все в цветах. Вот, кстати, мое здание. Я просто прохожу пока мимо. Я потом отдельно все покажу. Здесь детская анимация. У них персональный бассейнчик есть. Очень миленький. За ними тут присматривают, за детьми. Ну, мы приехали без детей в этот раз. Поэтому у нас все проще. Все, дальше не побегу. Примерно все одинаковое. Все зеленое, все красивое. Все обалденное. Вот смотрите, вот Infinity бассейн. Здесь ступеньки. Можно спуститься с территории бассейна вниз. Там вон анимация. Я ее, кстати, ни разу не видел, чтобы она там работала. В основном все в баре. Вот длиннющий пляж справа, там где здание у нас номер 1. Сейчас приближу, видите. Там очень красиво, но там почти людей нет. Все в основном тусуются вот здесь, прямо в центре спускаются. Центральный понтон. Понтона, кстати, 3. Раз, два и плавающий понтон 3. И с левой стороны я тоже не видел, чтобы было много людей. Вот, кстати, здание номер 2. Это вот здесь мы живем. И с видом на море. Поэтому, кому интересно, подписываемся. Будет обзор еще пляжа. Это надо будет еще отдельно пробежаться, потому что времени займет тоже прилично. Вот наш номер. Вот так от него идти до бассейна, совсем рядышком. Вот так до моря. До моря я отсюда спускаюсь на лифте. Лифт буквально в сторону отойти. Несколько шагов. Все. И поехали. Чтобы не бегать по такой жаре, не терять сознание. Вот такой лифт. Правда, малевка душноватый, но тут ехать 3 секунды, поэтому небольшая проблема. Все, приехали, спускаемся по прямой. Я, кстати, наверное, вид снизу еще покажу, как выглядит наш корпус. Вот идете, все зелень, зелень. Здесь тенечек, очень мило и хорошо. Пальмочки. Мне, кстати, нравятся именно номера с террасой. Сейчас я их покажу. У нас тоже неплохо, но терраски такие симпатичные. И все в цветах. Все в цветах. Смотрите. И утопает в пальмах. В принципе, под пальмами довольно комфортно. Более-менее тенистые какие-то места. Вот люди еще спят, полотенца сушат. И вот сейчас отойду подальше. Значит, самый неудачный. Получается, вот эти нижние, это нулевые этажи. Первый этаж. Второго, которого вы не видите, там вид так себе. И третий, вот мы на третьем. Кстати, там очень хороший обзор. Очень красивый балкон. Такая лоджия с диваном. И посидеть, побалдеть. Вот, кстати, бар. Мы прилетели сюда
2 числа, и он только 2 числа начал работать. Бар, который на пляже. До этого он после пандемии он еще не был. После пандемии не был еще открыт. Его только сейчас открыли. И вот так быстренько давайте пробежимся. Вот у нас пляж. И пальмы, 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 пальмы. Идешь и просто глаз радуется. Красный флаг висит всегда, когда нет там свистуна. Как только он появляется, даже в шторм, флаг будет желтый. Это центральный понтон. Он работает постоянно. Второй понтон всегда закрыт. Там всегда красный флаг, веревками обвит. Ну, людей немного, поэтому смысла особо не было им открывать все эти понтоны. Ну, там риф хороший, здесь риф хороший, поэтому я большого смысла не вижу особо бегать. Поэтому можно здесь вполне себе нормально отдыхать. И вот я немножко прошелся, и вот спуск к воде, к понтону. Занимайте любой шезлонг, они сейчас все свободные. Нет такого, что там сильно столбят, потому что людей процентов, наверное, 10 заселенности, ну, может, 15, не больше. А ресторан работает процентов на 25 загрузки. Но при этом еды хватает и выбор шикарный. Я повторюсь, Dreams Vacation, например, там курица и мясо полусырое попадалось, особенно первые дни. И все, это выбор мяса. Здесь шикарный выбор. И кальмары, и рыба, и говядина, и баранина. В общем, всякие салаты сложные. Простые салаты, помидоры, огурцы. Короче, здесь всего-всего вдоволь. Никто голодным не останется, это однозначно. И вот эта территория, вот, если на море смотреть от отеля, справее, справа находится. Вот она такая зелененькая-зелененькая. Ну, это на потом. Все, подписываемся. Дальше обзор будет пляжа. Всем пока.